Я пошла. Спасибо. Пока. Это что ж такое происходит, а? Учительница перед школой целуется. Чему она детей научит, а? Светлана Васильевна. Это все-таки школа. Ой, просто Сережа в командировку уезжает. Вы давно замужем? 4 года, 10 месяцев и 8 дней. Простите, пожалуйста, этого больше не повторится. Угу. Ты часы минуты тоже можешь назвать? Могу. Светлана Владимировна, 3-й день допоздна сидеть. Вам домой не надо? Ну а что мне там делать? Муж только в конце недели вернется. Ясно. Свет не забудьте выключить. Хорошо. Женщина одна в ночном городе, на улице, где нет фонарей. Согласен. Нормальная женщина должна ходить только днем и желательно в железном поясе верности. Не согласен. Зима, минус 20. Мужика это не остановило. Видимо, его очень жестко приспичило. Согласен. Насильник прежде всего руководствуется не мотивами сексуального удовлетворения, а желанием власти. Так что погодные условия здесь ни при чем. Согласен. Осталось выяснить, что делала жертва. Искала на задницу приключений, у нее же муж есть. Не согласен. Виноваты не мужья. Виноваты безответственные отцы. Согласен. Если девочка с детства не имела защиты за спиной, то у нее формируется психология жертвы. Я думала, что все хакеры одинаковые. Вообще не выходят из-за компьютера и даже обедают на краю компьютерного стола. Ну, еще и хакер. Оказывается, на краю компьютерного стола можно не только обедать. Стив не хакер. Он просто иногда заходит на сайты, которые защищены паролями. Ну что ж, я теперь заявление должна на него написать? Ну, можно поступить проще. Здравствуйте. Не называйте его каждые минуты хакером, пока твое романтическое настроение улетучилось. Слушай, ты вообще осознаешь, что влюблена в приятеля Фрейда? Ты делаешь акцент на влюблена или на приятеля? На Фрейде. Типа, скажи мне, кто друг твоего парня, и я скажу тебе, кто твой парень? Больше того, я скажу тебе, кто ты. Не согласен. Получается, мы должны сажать не маньяков за нападение, а нерадивых отцов, которые не дали своим дочерям чувство защищенности. Согласен.
Виктор Иванович, после такого вывода женщина просто обязана встать, не глядя в очередь к твоей постели. Согласен. Доброе утро. Доброе. Я же тебе говорила, что у них с утра на уме одна и та же тема. А еще у нас новая жертва, женщина. Около полуночи в службу спасения позвонил мужик. Сказал, что найдена девушка в подземном переходе на Колохомской. Да, Колывановская. Его допросили? Так он не стал дожидаться приезда наряда. Так а где женщина? В больнице. Ну, поехали, Роман Витальевич. Согласен. Ее били, разорвали на ней одежду. На теле ссадины, гематомы. Ее привезли ребята из ППС. Они делали фотографии на освидетельствование. Какие затейники. Очень хотелось бы ознакомиться с их подборкой фото в рабочий полночь. Следы сексуального насилия обнаружено? Есть. Но следов спермы нет. Ну, вероятно, насильник пользовался презервативом, ну или что-то помешало довести ему процесс до завершения. Очевидно, барышне удалось подобрать необходимые аргументы, чтобы остановить его. Она уже пришла в себя? Да, но у нее сотрясение мозга и психологическое состояние. Она просто в ужасе, что о нападении узнает ее муж. Ну, а что вы ожидали? Радостного возбуждения в предвкушении встречи с ним? У вас так шутят, да? Вы знаете, в желании бороться со злом всегда наличествует некая толика инфантилизма. Или цинизма, я бы сказала. Давайте уже пройдем в палату. Да, конечно, пройдемте. Прошу вас. Он был один? Да. Сможете его опознать? Я не буду писать заявление. Я не хочу, чтобы узнали. Боитесь, что муж вас бросит? Вы не понимаете Чего? Я не понимаю. ничего. Знаете, 6 мужей из 10, у кого изнасиловали жен, как правило, потом с ними расстаются. И только 4 на это смотрят иначе. Так, все, хватит. Хватит, уходите, пожалуйста. А вы уже доложили мужу? Мы были обязаны. Вы поступили в очень плохом состоянии, без сознания. И как он отреагировал? Вы только сказали, что жена в больнице, без подробностей. Так, я прошу вас выйти. До свидания. Мы возимся, ищем доказательства. Потом потерпевший выходит из больницы и разводит руками. Никто не нападал, гнусные инсинуации органов, заявление, если оно было, она забирает. Говорит, бес попутал. Этот маньяк может напасть на других женщин. Разве у нас несколько жертв? Это случайное нападение. Тем более, что потерпевшая не хочет расследовать. Она боится мужа. Это ее право. Аня, пойми, у нас нет заявления потерпевшей. Но где-то есть преступник. Так, все, дискуссия окончена. Это дело не имеет перспективы раскрытия. Все. Я могу идти? Да, конечно. Если мы ввяжемся в это дело, то получим висяк. Начальство тоже считает, что это дело не имеет никакой перспективы раскрытия. Но решение остается за мной. Я уверен, что ты примешь правильное решение. Обязательно надо ввязаться в турнир супер-хайроллеров, при том, что денег едва хватает на бай-ин. Ты по-русски можешь говорить? По-русски сложнее, но в 2 словах так. Конец девчонки, а точнее ее личной жизни. А я согласна с Анной Николаевной. По улицам ходит реальная угроза. Мы просто обязаны убедить жертву написать заявление. А я не согласен с Анной Николаевной. По всему видно, что жертва не хочет, чтобы муж узнавал об этом происшествии. Имеем ли мы право
как правоохранительные органы, разрушать ей жизнь. А мы будем расследовать преступление без привлечения потерпевшей. Какое вопиющее лицемерие. И это всего за месяц жизни с пердлявым сентиментальным стариком. Набери Олегу. Олег, это Анна Николаевна. Найди мне мужчину, звонившего в службу спасения, и доставь его сюда к нам. Потом поедешь в школу вместе с Людой, где работает потерпевшая. Я рада. Фрейд, ко мне в кабинет. Пропустите меня. Нельзя. Пропустите меня! Я не могу вас пустить без разрешения врача. Ну позовите тогда врача! Что происходит? Антонина Викторовна, тут к Соколовой рвутся. Антонина Викторовна? Да. Вы мне звонили? Вы муж Соколова? Да. Понятно. Мы не ждали вас так быстро. Я все бросил, я хочу ее видеть. Что с ней? Вы не волнуйтесь. Я надеюсь, что со здоровьем будет все в порядке, но должна вас предупредить. Она сейчас в очень сложном психологическом состоянии. Пройдемте. Лежи спокойно, а то опять трубка выпадет. Секундочку, подождите. И куртку снимите, пожалуйста. К вам муж пришел. Нет, я не хочу. Я не хочу, не пускайте его. Да вы успокойтесь, все нормально. Я же сказала, не пускайте его, я вас прошу. Если вы его пустите, я не знаю. Ты что делаешь? Ну-ка лежать! Я здесь. Все в порядке. Не волнуйся. Так, отойдите. Так, что, секундочку. Место! Так, охрана! Срочно! Быстро! Я вам сказала, что... Да вы понимаете русский язык или нет? Быстро! Быстро! Возьмите его! Руки в лапы убрал свои, я сказал! Убери руки, это жена моя! И нет! Руки убери, это моя жена! Я сказал, руки убери! Пусти, я тебе сказал! Если ты хочешь сообщить, что рассталась со своим престарелым ухажером-ратником, то самое время. Не дождешься. Чего ты добиваешься? Ты видела ее ноги? Пора включить мозги. Это дело об изнасиловании. Мозги и изнасилование – две вещи несовместимые. Может быть, ты уже примешь тот факт, что ты стал взрослым мальчиком. Сознаюсь. Но ты видела ее ноги? Старые шрамы. Правда интересно, откуда они? Да откуда угодно. У меня таких тоже несколько после старой аварии. Покажешь? В нерабочее время. К слову, а твой пенсионер их уже разглядел? Свободен. Его фамилия Ратник. Ну да. Да. Ну, ты стоишь перед интереснейшей дилеммой. Спасибо. Заплатить слезами школьной учительнице за безопасность других женщин или забыть про всех ради нее одной? Звонили из больницы. Тебе надо срочно ехать. Она из Липецка приехала. Лет 6 тому назад. Сначала она была такая запуганная. Ученики из нее просто веревки вели. И как она реагировала? Наказывала их как-то? Да что вы. Она мухи не обидит. Я, честно говоря, ее даже уволить хотела. А вот потом, 5 лет назад, она вдруг внезапно вышла замуж. Вроде простой, обычный парень такой. Только она вдруг резко переменилась. Мужских гормонов прибавилось? Ну, не знаю, чего у нее там прибавилось, но вот дисциплина у нее в классе повысилась. Ну что ж, у меня урок. У вас есть ко мне какие-нибудь вопросы? Нет. Ну, тогда вам прямо и налево. 109-й кабинет. Спасибо. Если будут какие-нибудь вопросы, обращайтесь. Да. 109-й? Угу. Почему Веста до ночи сидела в школе? Сережа был в отъезде, она говорила, без Сережи дома как-то пусто. Давно с ним знакомы? Я была свидетелем у них на свадьбе. Не представляю, что с ними теперь будет. Думаете, муж ее бросит? У них все было как в сказке, а теперь сказке конец.
Извините, у меня урок. Да, конечно. Спасибо. До свидания. До свидания. Неприятный финал для сказки. Уже вернулся? Я надеялась, ты в больнице подольше задержишься. К тебе я спешил. И у меня для тебя сюрприз. Здравствуйте. Это вы расследуете нападение на мою жену? Вы меня подождите в моем кабинете. Хорошо? Проходите. Муж нашей училки. Без тебя догадалась. Зачем ты сюда притащил? Не смог сдержаться. Хотел заострить твою морально-нравственную проблему лицемерия во благо. Это так возбуждает. Это как поставить 4 бет в холодную. Ты скотина. Как будешь выкручиваться? Сразу выкинешь туз-король или решишься на all-in? Не дождешься. Все, что вы можете мне сказать? Ну, понимаете, расследование только началось. Он хотел ее изнасиловать? А что сказала вам ваша жена? Она закрыла лицо руками и потеряла сознание. Нет, мы считаем, целью нападения было ограбление. У вас уже есть подозреваемый? Свидетель. Мы буквально на днях его допросим. Я думаю, я буду сообщать вам о всех новостях расследования. Просто будем с вами на связи. Да уж, пожалуйста. Да, всего доброго. До свидания. До свидания. Подслушивал? Да. Я восхищен. Ты так уверенно врала этому несчастному мужу, чужому причем, что я теперь не беспокоюсь, как ты будешь врать своему счастливому. Хам. Ты не представляешь, как меня это обнадеживает. Вот и приехали. Спасибо, Андрей. Пойдем. Мы тебя сами привезли, чтобы время твое драгоценное сэкономить, а главное – деньги. Или потому, что я подозреваемый. Ну что ты трясешься? Дашь показания? Мы проверим. Если ты говоришь правду, все в кармане, через 2 часа дома будешь. Пойдем. Ну, а если что-нибудь скрываешь, то придется задержаться. Welcome! Ну, приехали. Плохо разве? Тепло. Надо оформить будет. Пропуск обратный. Паспорт не нужен. Я вам отдал. Внизу еще. Да. Сейчас. Так, мне нужна допросная. Вот паспорт. Так. Я уже жалею, что я вам позвонил. Тихо. Все, стоим. А что? Мы могли бы оставить в переходе истекающую кровью женщину одну? А может, вы и не свидетели вообще? Мужик, которого я насиловал, сбежал, а я крайне получаюсь. Стоим. Это вы нашли женщину в подземном переходе? Да, а тебе какая разница? Дежурный, давай, ты видишь? Куда? Сюда иди! А вот и стоим! Так, тихо, стоять! В одиночку угодишь. Этого в кабинет! На тебя оставляю. Можешь на меня положиться. Да. Положиться. Нервный он какой-то. Пойдемте, я вам успокоительных капелек, чтобы стресс снять, накапаю. Вы меня обманули. Веста все равно бы мне все рассказала. 95% женщин по статистике считают своих мужей идиотами. Вот потому я не женился. На 95% женщин, вы понимаете? У нас с Вестой нет никаких тайн друг от друга. А так бывает? Я знал, что это не навсегда. Не парьтесь, это у всех не навсегда. Просыпаюсь рано утром, смотрю на нее спящую. Понять не могу, за что мне такое счастье.
Знаешь, что я чувствую в этот момент? Ну, примерно, да. Дикий страх, что однажды это закончится. Вернее, закончилось. Мы вас очень хорошо Даже понимаем. близко нет. Все, что есть у вас, это глупая ирония и тупое сочувствие. Это ваш потолок. На двоих. А что есть у тебя? Больше ничего. Спасибо, что не дали его задушить. Подожди, я тебя провожу до лифта. Мало ли что. Я обычно с музыкой бегаю, а тут музыку дома забыл. Ну, бегу мимо перехода, оттуда стоны. Ну, я спустился, там мужчина, женщина, мужик сверху. Ну, я сделал вид, что ничего не заметил. И тут мужик подорвался и убежал, а женщина осталась лежать. И вы сразу вызвали полицию? Нет, я подошел, посмотрел. Ну, одежда у нее порвана, но жива. Я пошел, позвонил в полицию. Каждый день бегаете? Ну, 2-3 раза в неделю. А почему по вечерам? Я после этого сплю лучше. Подпишите, пожалуйста. Подписка не выйдет. Захотите куда-нибудь убежать, до канадской границы не добежите. До свидания. Походу, чувак маньяк. Ты видела, с каким остервенением он душил свидетеля? У него такое лицо было. Я бы на твое лицо посмотрела, если бы твою любимую женщину изнасиловали. Ты имеешь в виду, что Анна отдалась бы своему новому ухажеру не по своей воле? То лицо было бы... Здрасте. Дрянь было бы лицо. Не переживай. У них там чинный, степенный роман. Все идет медленно, переживать не о чем. Пойдем в кабинет. Звучит как. Звучит отлично. Я вот к чему, что любить с таким отчаянием может позволить себе только человек с нестабильной психикой. Ну, у них там больше, чем любовь. Они изменили жизнь друг друга. А этот маньяк все разрушил. А она ему что изменила? Ну, что-то изменила, раз он стал на людей бросаться. Знаешь, чем отличаются идеальные пары? У них счастье, любовь. Они рушатся за один день. Прошу. Практически каждый мужчина маньяк. А женщина в таком союзе, ей выделяется роль сдерживающего начала, чтобы ее мужчина, он мог бы вписаться в эти законы приличного общества. Ну, я надеюсь, это не твой собственный опыт. Да что ты, нет, конечно. У нас со Славой все иначе. Мы с ним скорее друзья, чем половинки. А вот Фрейд, он когда-нибудь разрушит все вокруг себя, если, конечно, никто его не остановит. Когда не рассматривала отношения с мужчиной с позиции жертвы. В Весте нет ничего особенного. Но вот она стала для него смыслом жизни. Ну, есть мужчины, способные влюбиться не только за компанию с другими. Ну, им все равно, какая внешность. Для них главный внутренний мир. Она его женщина. Ее насиловали. Значит, унизили его самого. И он загнан в угол. Это вы загнаны в угол. Они принимают друг друга такими, какие они есть, понимаешь? Без условностей вот этих. Людмила, я не бездушное олицетворение эгоизма. Я за море любви и высокую степень доверия. Но не такого, что жена чуть коньки не отбросила, когда муж узнал, что с ней произошло. Как там на другом фронте-то? Без перемен. Заезжает за мной каждый день на машине с шофером и назначает свидание. А я не знаю. Чего не знаешь? Я не знаю, хочу я этого или нет. Или ждешь, пока твое желание встречаться или не встречаться с ним перестанут иметь значение. Ведь с годами альтернативы все меньше и меньше. Да. Надя. А Фрейд? Альтернатива? Альтернатива. А давай рассмотрим
и проанализируем в твоем конкретном случае, что такое альтернатива. А я тебе отвечу, что такое альтернатива на моем конкретном примере. Альтернатива – это жертвовать. Жертвовать. Молодец. Она переживает не за то, что случилось с ней, а за то, как он к этому отнесется. А он так себя ведет, как будто ему завтра умирать. Послушай, ты уже весь вечер говоришь об этой паре, беззащитных перед жизнью дураков. Они не дураки. Ладно, не дураки, но у них есть проблема. И вместо того, чтобы ее решать, они раздувают ее до таких размеров, что она им кажется уже катастрофой. И она действительно становится катастрофой. Прям как у Шекспира. Как бы ты отнесся к ситуации, где насилуют меня? Каждое расследование проецировать на свою собственную жизнь – прямой путь к психиатрической клинике. Ну, хорошо. Убил бы гада. А потом? Там, в тюрьме, у меня особых вариантов не будет. Понятно. Жизнью тебя не испугаешь. Люд. Люд! Что у нас? Антонина Ермакова, 26 лет, продавец хозяйственного магазина. Вчера вечером ушла с работы, и больше ее никто не видел. На теле множество ножевых ранений. Смертельные? Нет, поверхностные, но достаточно болезненные. Мучил девчонку. Девушку задушили около суток назад. Ритуал. Это маньяк. Вы хотите связать этот случай с нападением на учительницу неделю назад? Даже не знаю, здесь другой почерк. Там избивал, здесь резал. Ну, хотя, с другой стороны, у него может быть индивидуальный стиль, своя краска. Учителей он бьет, продавцов он режет. Не, ну, шутки шутками, но сейчас маньяк не дурак пошел. Он знает, что если менять систему, то нам не за что будет ухватиться. Здесь есть одно принципиальное отличие. Это убийство. В прошлый раз его спугнули, а в этот раз он довел дело до логического завершения. Категорически согласен. В конце концов, нельзя забывать, что маньяк – это тоже человек. Он набирается опыта, он эволюционирует. Поднимите архивы, проверьте всех, кто проходил по делам нападений на женщин. В кармане. Да. Простите, еще одну женщину убили. Ну вот. У девушки точно такие же ножевые ранения, как у прошлой жертвы. Подожди. Крамская Ксения работала в детском саду няней. Всего 19 было девчонки. Продолжай. Ее тоже задушили? Да. Тело нашли под мостом, оно пролежало там 3 или 4 дня. Только что связались с его отцом. Ведь с ее? Да, с ее папашей связались. Судя по твоей интонации, папаша сволочь. Не, наш человек. Говорит, год назад закончил платить алименты и видеть не хочу ни эту шалаву, ни ее дуру мать. Анна Николаевна, а прав Фрейд, когда говорит, за то, что сейчас происходит с женщинами, должны расплачиваться их папаши. Поехали, Витя. Надо проверить всех подозреваемых. Конечно, что мерзнуть-то? Поехали. Чего ж здесь сидеть? Мерзнуть. Товарищ гражданин Сигарев? Да. Товарищ, черт, господин Гусев? Да. Все, Игорек, приехал. Сейчас.
На. Читай. Не надо, я близко не вижу. А вот так? Пройдемте. Что случилось? Там расскажем. Я в рабочем. Мне переодеться? В смокинг, что ли? А эту неделю ты дома один сидел? Один. Молодец, алиби у тебя нет. Пакуйте его. Знаешь, за что задержан? Дорогу не в том месте перешел. Не угадал. Первая жизнь сгорела. Жизнь в норме. Явка с повинной сгорела. Игорь Николаевич, вы знаете, почему вы здесь? В 2004-м вы пытались изнасиловать женщину. Ну, судья признала меня невиновным. После того, как пострадавшая отказалась от всех обвинений. Но она сама все придумала. Ей так хотелось. Время нападения на 2 последние жертвы слишком не определено. А алиби на момент нападения на учительницу нет только у 4 подозреваемых. Покажем их, любители вечерних пробежек. Я бы их и учительнице показал тоже. Она не помнит лица. Ну, может, она что-то запомнила. Она же действительно может вспомнить что-то, что забыла. Ну, какую-то деталь. Ну, я что говорю? То есть вы хотите показать ей того, кто на нее напал? Не совсем. Мы хотим показать ей нескольких людей, один из которых, возможно, это сделал. Веста, что вы скажете? Она будет готова к выписке не раньше, чем через 3 дня. Я не могу ждать. При похожих обстоятельствах погибли 2 женщины. Еще 2 женщины? Да. Здравствуйте. Чему обязан? Погибли 2 женщины. Мы уверены, что это сделал тот же человек, который напал на вашу жену. И нам нужна ваша помощь. Веста отказалась помогать? Она сказала, решать должны вы. Ну, вы знаете, мы можем разыскать и без ее помощи, но тянуть бы не хотелось. Я смотрю, у вас на психику давит конкретно. От одного чувства вины загнешься. А подлости в этой жизни время от времени совершают все. Другое дело, что тот хороший человек понимает, что он негодяй. И он раскаивается, страдает. А плохой человек продолжает жить спокойно дальше. То есть, если я скажу, что отстаньте от моей жены, ей так плохо, то я негодяй? Ну, мало того, вы должны раскаиваться, страдать. Это если я хороший человек. А вы нет? Значит, чтобы быть хорошим человеком, нужно подцепить чувство вины? В общем, покайтесь. Я позвоню Весте. Спасибо. Всего доброго. Смотрим перед собой. Вперед. Руки по швам. Не чесаться. Руки по швам ровно. Смотрим вперед. Кругом. На месте бегом. Марш! Ноги выше. Выше поднимаем ноги. Вы на следственном эксперименте. Вид, достаточно, спасибо. Можете быть свободны. Здравствуйте. Проходите сюда, пожалуйста, не волнуйтесь. Вас не видно, не слышно. Посмотрите внимательно, может быть, вы кого-то узнаете.
посмотрите еще раз. Может быть, какие-то черты, приметы. Может быть, им как-то повернуться. Вить, спасибо, опознание закончено. Я провожу вас. Давай я ее провожу. Прошу вас. Спасибо. Что, ничего? Но это не значит, что с них снято подозрение. Да пускай посидят, пускай. Уж сам кто-нибудь дозреет и сознается. Смелее. Я не понял. Да в чем дело-то? Забыла рассказать. Стой, подожди. В 5 классе я в детскую комнату у милиции попал. Подошел к дереву. Тут воткнул прям по самую рукоятку. Черт, я психованный был. Слушай, ну давай, посмотри. Давай. Давай еще раз. В кармане. Я ее никогда не видел. Не видел. А вот пострадавшая утверждает обратное. Угу. Родимые пятна вообще не улика. Не улика. Мы тебя в парк вывезем. Ты там побегаешь. А свидетель тебя опознает. Тест на динамику никогда еще никого не подводил. Меня там не было. Папа был очень строгий. Он хотел, чтобы я выросла настоящим человеком. Каков новатор. А дураки считают, что рождаются уже готовые люди. Он говорил, что я должна нести ответственность за свои действия. Что, прям с детства? Нет. С 4 лет. Можешь отпираться сколько угодно, но без алиби на время 2-го и 3-го нападения я тебя никуда не отпущу. Хотите повесить на меня убийство тех 2 женщин? Подробно опишешь, где ты был с 7 вечера 17 числа до 10 утра 18 числа и 2 суток 13 и 14 числа. Вы это серьезно? Я каждую минуту проверил. Не дай бог, у тебя окажется полчаса свободного времени. В кармане. Да. Виновный в нападении на учительницу задержан. Он признался? Да, сейчас выясняем, не связан ли он со 2-м и с 3-м нападением, но нам кажется, что нет. А другие подозреваемые есть? Нет. Эксперты сравнили раны на тела 2-й и 3-х жертв. Это одна и та же рука. А это что, ожог? Да. На голени, под коленом. Ему мало просто убить. Он еще клеймит их, как скот. Ну, еще неизвестно, что преступник использует в качестве клейма. Это может быть… Неважно что. Убивая своих жертв, он становится их собственником. А когда клеймит, он лишний раз доказывает, что они принадлежат только ему. Еще что-нибудь добавишь? Нет. Ясно. Обедать пойдешь? Да, пошли.
Вы, Я. извращенец. У нее есть шрам под правым коленом. Да, я знаю. Вот такой формы. Ну, примерно. Сколько ему примерно лет? 3, 4. Может быть, 5. 5. И что это значит? Это значит, что тот, кто убил этих женщин, напал 5 лет назад на Весту. И не убил ее. И что она знает этого человека. Ну, я так понимаю, что и мы знаем его. Да. Заходи. А, вы здесь. Людмила звонила с Олегом. В списке клиентов Сергея, мужа Весты, есть фамилии наших жертв. И еще, товарищ генерал, по вашему приказу подняли архив за 10 лет. Так вот, в тех городах, куда ездил Сергей в командировке, есть висяки убийств женщин. А когда закончились убийства? Вот. 5 лет назад. Сразу после их свадьбы. Перницкий, Сторожев и Люда занимаются поисками мужа Весты. Поймать его будет легко, теперь он действительно этого хочет. Ну, если бы хотел бы, не сбегал бы. Так он и не сбегал. Он от нее ушел, а не от нас. Все, идите. Поехали. Мы познакомились у моей подруги. Он сначала внимания на меня не обращал, а как-то вызвался проводить до дома. И по дороге изнасиловал. Называйте это как хотите. А я сразу поняла, что это любовь. У меня не было никого до него. И я ему тогда сказала, что теперь для всего того, что ты хочешь, у тебя буду я. Так прямо и сказали. А где он сейчас? Нигде. Меня уже больше нет нигде. Он изменился. Да. Все всегда не навсегда. Все, мы уходим. Позовите врача. Да-да-да. Спасибо, до свидания. Позовите, пожалуйста, врача. Да-да-да, сейчас, одну минуту. Нашли вашего маньяка. Где? Как ты и сказал, без особых трудностей. В квартире. Повесился. Маньяк повесился? Ну да, что здесь странного? С Вестой он больше жить не мог. А жить, как он жил до встречи с ней, он не хотел. Но он мог бы как-то сказать-то, сдерживать себя. Кто сдерживать? Он же маньяк. Надо бы как-то сообщить его жене. А я позвоню сейчас. Сейчас. В кармане нашли. Следователю Фрейду. Пожалуйста. На. Веста умерла. Синдром внезапной смерти, как у ребенка. Они ценили друг в друге то, чего другим вообще не дано понять. Звучит красиво. Ты представляешь, другой человек знает о тебе все.
То чего другому не расскажешь. Какой кошмар. Ну, согласись, но это не вполне по-человечески. Как ты думаешь, мы с тобой тянем на две половины одного целого? А разве каждую ночь мы не доказываем друг другу это? М? У нас есть шанс умереть в один день? Есть. Давай сегодня залюбим друг друга до смерти. Сейчас приду. Он выродок, она мазохистка. Для всех они общественный мусор. И все-таки они сумели урвать 5 лет своей счастливой жизни. И умерли в один день. Как Фрейд справился с этой химерой? Слушай, по-моему, мы уже говорили на эту тему, нет? Что каждый мужчина маньяк? Ну да, в некотором смысле. Вот, например, мой Слава дарит мне исключительно розовые розы. Ну, не маньяк. Легок на помине? Ратник? Да. Да. Хорошо договорились. А хочешь? Угадаю. В очередной раз позвал тебя в ресторан. Заедет за мной в 9, будет угощать греческим салатом и тирамису. А твое желание не имеет никакого значения. Но он, по крайней мере, не требует от меня жертв. Как скучно. Садись, будем чай пить. Интересно, какие розы подарил бы мне Фрейд? Черные. Четное количество. Мужчина из племени Ламут выдает ей все самые страшные тайны. Открывает секреты, почему он такой хороший охотник. И не только. Они друг другу рассказывают такие вещи, которые, в общем, если бы они другим людям рассказали, было бы стыдно. Так заключается брак. Ну, получается, что они жизнь друг друга держат в руках. А вот изменой считается, если они узнают какие-то такие штуки о ком-то другом. И часто такое случается? Ну, практически никогда не случалось. То есть ты хочешь сказать, что эти ламуты – мудрецы? Нет. Это самое тупое племя на земле. Когда я у них был в гостях, их хотели занести в Красную книгу. Ну и как занесли? Нет, кажется, не успели. Что? Нет, я не заказывал пиццу. Заламутов.